Всем привет! Сегодня я покажу, как связать шишку. Замечательный элемент для зимнего декора. Это могут быть темные шишечки вот такие, это могут быть шишечки уже выбеленные солнышком, светленькие. Все они смотрятся одинаково симпатично. Вот эти шишки, которые поменьше, они у меня связаны из пряжи Куко. Вот эти вот большие из пряжи Cotton Baby. Шишечка вяжется просто, быстро. Особого труда здесь не нужно. Вязать я буду светленькую шишку. Пряжа у меня Cotton Baby. Крючок у меня, как обычно, 1,5 мм. Самые мои любимые крючки 1,6 мм, 1,5 независимо почти от толщины пряжи. Так, начинаем вязание в кольцо амигуруми. 6 столбиков. Затягиваем колечко, прокладываем маркировочную нить. Петель подъема мы не делаем. Маркировочная нить помогает нам посмотреть, где у нас заканчивается ряд и где начинается. Вяжем второй ряд, делаем 6 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. По умолчанию у нас столбики без накида. Перекидываем маркировочную ниточку, вяжем третий ряд только за задние полупетли, провязываем 12 столбиков, только за задние. Перекидываем маркировочную ниточку, четвертый ряд, делаем 12 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. В кругу у нас сейчас 24 петли, и мы провязываем пятый ряд без изменений по кругу 24 столбика. Шестой ряд провязываем 24 столбика только за задние полупетли. Теперь нужно провязать 2 ряда, 7 и 8, за обе полупетли по кругу по 24 столбика в каждом ряду. Девятый ряд провязываем 24 столбика только за задние полупетли. Десятый ряд вяжем дальше за обе полупетли, вяжем столбик прибавка, повторяем 12 раз. В кругу у нас сейчас 36 петель, и 11 ряд провязываем за обе полупетли 36 столбиков по кругу. 12 ряд провязываем 36 столбиков только за задние полупетли. 13 ряд за обе полупетли 36 столбиков по кругу. 14 ряд 36 столбиков только за задние полупетли. 15 ряд делаем 18 убавок. Провязываем 18 раз по 2 вместе петли. 16 ряд провязываем 18 столбиков только за задние полупетли. Теперь нужно заполнить наполнителем. Слишком сильно не набивайте, потому что когда у нас шишка обрастет чешуйками, она будет достаточно плотной. Поэтому сильно наполнять не нужно. Заполнили и продолжаем вязание. У нас 17 ряд. Делаем 9 убавок. 9 раз провязываем по 2 вместе петли. 18 ряд, столбик, убавка, повторить 3 раза. В кругу у нас сейчас 6 столбиков, 6 петель. Нужно провязать 4 ряда с 19 по 22, просто по кругу без изменений по 6 столбиков в каждом ряду. 4 ряда провязываем. Маркировочную ниточку теперь можно убрать. Делаем соединительный столбик в следующую петлю. Вытягиваем небольшое количество ниточки. Обрезаем
И хвост прячем вовнутрь работы. Обратите внимание, какая у меня шишка мягковатая. Теперь находим дорожки, которые у нас остались после рядов, которые мы провязывали только за заднюю петлю. Передние петли, вот они дорожками у нас здесь остались. Мы будем делать чешуйки, провязывать по этим петлям. Нужно закрепить в первую ниточку. Затянуть, и этот хвостик сразу лучше спрятать. И начиная с этой же самой петли, провязываем в нее один столбик. Делаем накид, пропускаем следующую петлю, через одну будем вязать. И в эту петлю делаем 6 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Пропускаем следующую и провязываем один столбик. Снова делаем накид, пропускаем одну петлю, в следующую делаем 6 столбиков с одним накидом. Пропускаем петлю, в следующую делаем один столбик. Снова пропускаем петлю, в следующую делаем 6 столбиков с одним накидом. Здесь у нас одна осталась петля, мы ее провязывать не будем, потому что нам надо через одну. И находим в следующем ряду, это не следующий, конечно, ряд, следующий мы за обе полупетли, тот ряд, который вот у нас по дорожкам, вот он. В нее, в эту петлю провязываем один столбик. В этом ряду у нас получилось 3 чешуйки. Эту дорожку точно так же провязываем. Одну петлю мы пропускаем, в следующую петлю делаем 6 столбиков с накидом. Одну пропускаем, в следующую делаем один столбик. И так продолжаем, пока у нас не кончатся дорожки. То есть, когда у нас одна дорожка заканчивается в кругу, мы переходим на дорожку ниже. Провязываем ее, она заканчивается, снова на дорожку ниже. Этот столбик я пропускаю, в этот столбик через одну петлю я делаю 6 столбиков с одним накидом. Во втором ряду у меня получилось 6 чешуек. Снова у меня остается один штрих, я в него не вяжу, а опускаюсь ниже, нахожу, вот он, и в него провязываю один столбик. Снова пропускаю одну петлю и во вторую 6 столбиков. И так я буду продолжать, пока у меня не закончатся все мои штрихи. Вот здесь должна закончиться работа. У меня осталась одна петля. Я делаю соединительный столбик в нее, вытягиваю нить, затягиваю петельку и прячу внутрь работы хвостик.
Такая шишка получилась. Такая вот темная шишечка. Эти шишки поменьше вяжутся точно так же, только потом я по краю более темной пряжей обвязала, ну, вот здесь вот 4 ряда чешуек, а здесь 2. Просто вот так вот по кругу в каждую петлю 6 столбиков и столбик, ну вот ниже, там где у нас была, там где был один столбик, просто вот так вот обвязала по краю. Такая получилась шишка. А эту шишку я подарю своей белочке. Заслужила, моя хорошая. Всем пока-пока. До новых встреч.